Всем привет! Рад видеть вас на моем канале. Сегодня я хочу рассказать о новом объективе, который выпустила фирма Yangnuo. Это объектив с фиксированным фокусным расстоянием 50, максимально открытая диафрагма 1.8, вторая версия. Так что, так ли хороший этот объектив? Стоит ли его покупать? Смотрите дальше на моем канале. Совсем недавно в продажу поступила новая версия объектива Yangnuo с постоянным фокусным расстоянием 50 мм и диафрагмой 1.8. Версия 2. Отличие от первой версии это то, что объектив получил улучшенный хромированный металлический байонет, который устойчив к коррозии. Изменилось минимальное расстояние фокусировки с 45 до 35 см. А также изменения коснулись системы автофокусировки и оптических характеристик. И конечно же цены. $45 старая версия и 69 новая. Заявленной фишки по обновлению прошивки для объектива прямо на камере я так и не смог разобраться. Там так хитро сказано, что эту функцию должен поддерживать фотоаппарат. В обеих моих камерах я не нашел ничего похожего. Итак, что из себя представляет объектив? Оптическая конструкция, 6 элементов в 5 группах. Конструкция диафрагмы, 7 лепестков. Минимальная диафрагма 22. Минимальное расстояние фокусировки 35 см. Диаметр резьбы для светофильтра 58 мм. Вес 162 грамма. Когда я заказывал объектив у продавца, то за дополнительные $5 он выслал еще 5 предметов типа подарок. Бленду, ультрафиолетовый светофильтр, чехол, салфетку и ручку для очистки объектива. Когда я поставил объектив на фотоаппараты, то была вот такая вот картина. Явный бэд-фокус. Резкость уходила на задний план. Передний практически был не резкий. Давайте увеличим. Резкость, вот она сзади. После того, как вручную был настроен бэд-фокус, пришлось доводить до плюс 20. Резкость вот стала практически в ноль. Она и сзади, и спереди, в принципе, одинаковая. Теперь давайте посмотрим тестовую таблицу. В общем-то, объектив был предсказуем. На 1.8 середина резко, края немного не резко. И так продолжается до, скажем, 2.8 еще лучше резкость стала. 3.2, 3.5 полностью резко. Вот. Но если посмотреть на фотографиях вживую в реальность, то 1.8 в принципе реальная рабочая диафрагма. Портрет. Диафрагма 1.8. Приближаем. Конечно, не супер-пупер, но резко. Диафрагма 2,5. Стала еще резче. Все, вопросов нету. Так, теперь посмотрим по заднему плану. Довольно специфическое размытие на 1.8. Вот эти вот кружочки просто расплескалось. На 2,5 уже более приятная картинка заднего размытия. Смотрим полный рост. 1.8. Чуть-чуть внизу не резко, ну не критично. Практически резко. 2.8. Отлично. И размытие заднего плана 2.8 и 1.8. Просто мазки какие-то, кисточки. Предметная фотография. Им реально снимать предметную фотографию. Вот несколько цветочков крупным планом. Размытие, смотрим резкость. Идеально. Еще. Ветреная была погода, цветочек двигался, поэтому в резкость попасть было довольно затруднительно. Но часть цветка резко. Здесь размыто. Это диафрагма 4, здесь диафрагма 5,6. После серии тестовых фотографий имеем следующие выводы. Автофокус работает довольно шустро и точно, но в сложных условиях при однородном цвете и недостатке света довольно прилично начинает тупить. Звук мотора при автофокусировке тихий, его практически не слышно.
Диафрагма 1.8 рабочая, но фон при этой диафрагме размывается несколько специфически, почти расплескивается, как будто эффект рисованной мазками кисти. При диафрагме 2.8 размытие фона уже становится приемлемым. Сам по себе объектив светлый, что позволяет наводиться на резкость вручную. Причем ход линз мягкий, без рывков. Объекты при съемке получаются резкие, цвета чистые. Сравнивая со старым объективом от Canon 50 1.8 еще с углепластиковым байонетом, этот мне понравился больше из-за резкости и контрастности. Родной был немного мягковат. Минимальная дистанция для съемки в 35 сантиметров — это круто. Можно даже цветочки поснимать, особенно на фотоаппаратах с кроп-матрицей. Выводы. Довольно неплохой объектив, резкий, контрастный. С поставленной задачей размытия фона справляется. Можно также использовать для предметной фотографии. Одно смутило — это bad focus, причем на полноматричном Canon 6D он практически исчез, на Canon 50D с кроп-матрицей немного остался. Когда я обратился в сервисный центр с этой проблемой, то там отбивались руками и ногами. Похоже, что сами толком не умеют тестировать объективы этой фирмы. Считаю, что объектив стоит своих денег. Если информация для вас была полезной, ставьте лайки, пишите сообщения, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!